Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Пока все пекут шарлотку и цветаевский, я не могу наесться этим яблочным пирогом. Причем этот пирог с яблоками готовится не дольше остальных, а по вкусу гораздо интереснее. Давайте начнем. 100 граммов очень мягкого сливочного масла, щепотку соли для баланса вкуса и 150 граммов сахара взбиваем около 1 минуты с помощью миксера. Следом разбиваем по одному 2 куриных яйца. Перемешивая недолго после каждого соответственно. Не бейте яйца сразу в масло с сахаром, если не уверены в качестве. Лучше разбивайте их отдельно, добавляя в тесто. После яиц добавляем сметану, использую 15% в количестве 180 грамм. Снова перемешиваем, также недолго. А муку и разрыхлитель смешиваем отдельно в миске. Количество разрыхлителя 7 граммов. Пачка у меня 10 грамм рассчитана на 400 граммов муки. Если же эти 10 граммов будут рассчитаны на 500 граммов муки, смотрите все это на упаковке, то на 250 граммов муки высыпаем не 7, а 5 граммов разрыхлителя. Тогда никакого привкуса от разрыхлителя не будет. Муку с разрыхлителем высыпаем почти всю, оставляя немного, чтобы не переборщить. Как понять, сколько нужно муки? Тесто должно начать наматываться на венчики, вы это заметите. При этом оно не должно быть слишком густым. Это еще не все, что у нас будет в пироге. Дополнения будут чуть позже. А пока примерно половину этого теста мы выкладываем в форму. У меня квадратная, но можно и круглую диаметром 22 сантиметра. И быстренько очищаем 2 яблока от кожицы. Чтобы пирог был не кислый, изначально выбирайте сладкие плоды. И теперь поверх теста натираем через крупную терку яблоки. Чистый вес натертых яблок 200-250 граммов. На такую форму вполне достаточно. Не переборщите. Яблоки распределяем, но не вдавливая в тесто. Сверху накрываем второй частью сметанного теста. Стараемся по краям яблоки закрыть внутри, чтобы пирог, когда будет готов, не разделился на 2 части. Слой яблок в пироге не должен быть очень толстый. Смешиваем 70 граммов сахара и 60 граммов муки. Добавляем 50 граммов сливочного масла, растираем все в крошку. В зависимости от температуры масла крошка может получиться более или менее липкой. Если слишком липкая, можно поставить на несколько минут в холодильник. Поверх сметанного теста ровным слоем распределяем крошку. В завершение посыпаем пирог молотой корицей. Таким образом цвет пирога будет ярче. И, конечно же, корица придаст не только аромат, но и вкус пирогу. Пирог с яблоками выпекаем 50-60 минут в заранее разогретой духовке. Температура выпечки 180 градусов. По готовности центр пирога должен быть сухой, если протыкать его палочкой. Достаем готовый ароматный яблочный пирог из духовки. Перемещаем сразу же на решетку, чтобы снизу от собственного жара он не мог. Даем хорошенько остыть. Не совсем остывший пирог поначалу может показаться вам сырым. Поэтому важно хорошо остудить. Корочка у такого пирога получается очень хрустящая и при этом ломкая. Внутри сочная прослойка из яблок, которая отлично гармонирует с хрустящей верхней корочкой, корицей и очень нежным тестом самого пирога. Напомню, что максимально вкусный пирог с яблоками, когда полностью остыл. Даже на второй день, если останется, от него точно не оторваться. Готовьте с удовольствием, буду только рада. Пока!